Ну что, пора уезжать с отеля. Сейчас уже стою, жду. Водитель должен подъехать. Это у меня еще на мне рюкзак с этим, как его, с ноутбуком. This is the beach going to Poseidon. No traffic. Okay? Toll road? Toll road. Done. Poseidon? Yes, yes. Okay. I can pass by the CC Lakes. And what's total price? This is no meter in the automatic, the add-on. A toll road? Yes. Toll road. Yeah. Okay. You can prepare the money because the toll fee 107. Okay? 107. Yes, 107. Yes, okay. I can pass the bridge. Lumiko sa kaliwa. А теперь подъехал обзор номера за 1192 рубля. И я, не очень так впечатлен, конечно. Вот. Тут уже цены такие, не деревенские, да, скажем так, как в Лапу-Лапу. В общем, есть телевизор, небольшой столик для работы, 2 стульчика. Ну, 2 стульчика, я так понимаю, потому что 2 кровати, да? Еще одна полочка, урна, мусорное ведро, да? 2 матраса, довольно мягкие. По чистоте, нормально, есть какие-то небольшие пятна на матрасах, но ничего страшного. По 2 полотенца на каждой кровати. Подушка ок, кондиционер, который хорошо работает. И у нас здесь можно подключиться и через USB, и через китайские вилки, через европейские. Больше розеток не вижу. Вот здесь одна вилка на Китай тоже. Все очень грустно по розеткам. 2 вешалки, потому что 2 человека. И есть какая-то еще противопожарная безопасность. Вид из окна чисто на город. Там у нас слева уже порт начинается. Добро пожаловать в муравейники и во что-то совершенно непонятное. Фух, я сам это выбрал. Туалет здесь общий. Получается, раз по коридору зашел. 2 кабинки. На кнопку нажал, с обратной стороны не могут открыть. Выключатель. Выключатель специально спрятан, потому что душ. Поверните кран, чтобы полился. Туалет, мыло. Гель для душа. 2 вида. Какое-то мыло парафиновое. Фу, вонючее. Ведро. Здесь у нас туалеточка. Однослойная с перфорированием. И вытяжка еще есть. Небольшая вешалка, которая
немножечко шатается, но в целом норм. Даже ёршик есть. Ну что, приколы начинаются. Вот эта розетка в дальнем углу, она не работает. Электричество отключили, а напряжение осталось. Я сказал, мне принесли адаптер на китайскую вилку. С китайской вилки. Благо я купил заранее. Переходник адаптер китайский. С китайской на универсальную. А то я бы сейчас сидел, вот я сейчас здесь камеру как раз заряжаю. Я бы сейчас сидел и я даже ноутбук бы не смог подключить. Вообще бред полный. Что, время посетить немножечко музеев, разных интересных мест. Тансибу кафедрал, кафедральный собор. И рядышком еще у нас музей как раз напротив собора. Он-то, по-моему, с 12 часов не работает. Да, закроется в 12. Поэтому надо сейчас, наверное, сначала в него сходить. Thank you so much. Okay. And now let's have our class pictorial. Sir, good morning. You want to get inside? Yes. We have been transferred to 100. Yes. Абсолютно. Абсолютно. Абсолютно? Не знаю. Okay, now? Your name? Это начиная здесь есть садик и второй этаж. Ну, посмотрим. Так, ну я так понимаю, заходить туда можно, потому что тогда бы здесь были предупреждающие эти. Оп. Вот эта часть не очень сильно отличается, а вот внутри какие-то свои такие штуки, я даже не знаю, что это такое. Какие-то украшения. Вот когда все на английском, есть, конечно, один прикол, что можно сделать... Где у меня это приложение? Есть приложение переводчик, вроде бы оно. И оно позволяет переводить, делать перевод по фотографии. Когда вот так вот шлепаешь, вот он здесь указывает, какие фрагменты выделить под перевод. Нажимаем перевести. Сначала выбрать все, потом перевести. Крещенный шрифт, восьмиугольный шрифт и шлифованные фанеры и алюминиевого бассейна 8 сторон представляют 8 дней, то есть воскресенье и новое творение. Услуги по изготовлению витражей, глименты и ретабло. Используются во время празднования 500-летия первого крещения на Филиппинах или 500-летия года 14 апреля 22 года на площади Сугбо его превосходительством архиепископом Чарльзом Брауном, папским нунцием. Так-то можно тут зависнуть надолго. Вход 100 песо. Чисто символически.
Вот, не считаю, что это прям очень много. Наши бы музеи цену задрали от 500 рублей и выше. Хотя там была табличка, что не снимать на видео. Правда, она так очень скромно стоит, что будем считать, что я ее не заметил просто-напросто. Одеяние кардиналов. Немножечко бликует, наверное. Здесь немножечко с пятнами. Наверное, красил какой-то папа. И, я так понимаю, филиппинец. Но вид отсюда со второго этажа тоже отличный. Вот там какая-то статуя прям посередине двора. Но туда не пройти, там закрыто. Булыжник. 1800 год. С церкви Святого Питера. Бантаян. 1840 год. Из Сибу кафедрального. Короче, просто разобранный собор. Они все это снесли сюда, и это теперь, так сказать, экспонаты. Прикольно, у нас так можно пол России разобрать тогда получается. Причем обычных наших этих таких деревенских домов. Тоже запчасти из 1800 года. О, есть QR-коды какие-то, давайте шлепнем. Чисто ради прикола. Давайте, чисто ради прикола, ради вас, товарищи подписчики, и не только. Шлепнули вот это у нас на СТО Томас Вилануэва, Париж, Бордо. Открыть в браузере. Открываю в браузере, смотрим. Извините, веб-сервер опущен. Ах, я пытался, ребят, я пытался. Давайте другой. Ладно, пробуем еще раз. Какие-то они прям вообще не рабочие. Вот третий открываю, он ну, просто поломанный, видите, да? То есть зачем здесь QR-коды, если это не рабочие, ничего? Пустите, я буду жаловаться! Я все пытаюсь найти даты этих статуэток, но я не понимаю, если честно. Но здесь вот что-то написано типа 1246-1306. Ну, я сомневаюсь, если честно, потому что они все выглядят плюс-минус так же. Вот здесь, например, 1419, 1479. То есть точно такое же состояние, как вот именно вот этой. О, вы что, смотрите, какая вещь. Вон кто-нибудь в комментариях сыграйте. Музыканты есть в чате? Опа, не ожидали? Шурик на Филиппинах. Ничего себе, да? Я добился своего! Вау. Вот, картина. Тут как музей, как картина галереи. Вообще класс. И прям смотрите, они вообще ничем не защищены. То есть их вообще испортить как нифиг делать. Здесь мазки такие широкие. Вот они немножечко уже запачкались. Или может быть со временем. Что-то тут про Ватикан. Картина. Надо издалека смотреть, а то слишком толстые мазки. 70-е годы, Цезарь, М. Лепотан. Картина Иисус, корона Иисуса из шипов. 1963 год. Ватикан, Рим, сквер
Святого Питера. 1960 год. Так, у нас еще одни музыкальные. Хорбук Канторал. Феста Джу. Что-то тут у нас 1974 года. Франциско Франко. Блин, шрифт классный. Вообще классный шрифт. Умели же раньше? Вот здесь расположение храмов и, я так понимаю, их основание. Вот где мы с вами сейчас были, Сибу Метрополитен Кафедрал, 1598 год. Офигеть. Но это не самый старый. 580 год вижу. самый старый. Бантаян. Еще есть Сибу, 84 год, Сан-Николас де Толентино, Париж. Еще один QR-код. Ну давайте, я упорный. Открывает, и все та же ошибка. 2021 год, 500 лет христианству. Но не выглядит старым, если честно. Есть уборные, то есть за 100 песо можно здесь в уборную сходить. Посреди города, если приспичит, да? Там сувенирная лавка. Ну что, проверим мое знание английского. Before — это у нас перед вами колокола, которые однажды звонили людям, чтобы защищать веру от пиратов и захватчиков. Замолчали они что-то там во время, когда человек наконец-то нашел свое место в саду. Дальше что-то сложное, если честно. Нормальный ход. На колоколе 1959 год выгравирован. А ниже еще одна дата, 1961. Здесь не вижу дат. Но это походу, когда она такая сине-зеленая, это, по-моему, как раз у нас бронза. Могу ошибаться, конечно, но очень похоже. Вау, это, наверное, первый колокол, 1850 год. Самый древний. Ну, по крайней мере, надпись на нем такая. Тут особо не видно, но в принципе кучу свечек накидали, а само по себе тут закрыто. Ну, крест как крест, надо только с адекватной стороны сейчас, собственно, со стороны, где вход. И надпись там есть. Апрель 21, 1521. В еще одном торговом центре нахожусь. Он, я так понимаю, двух-трехэтажный. Здесь куча всего. Лично я хочу здесь найти еще один переходник. Даже тарелки есть. Тарелки, кастрюли, сковородки. Тут вообще все есть. Прям реально отличный бытовой магазин. Но у меня вопрос. Вот это что за дырка? Это что за дырка? Как это подключать вообще? Я не понимаю. А они с дырками, вот. Сложно! Тоже поймать какую-нибудь филиппиночку и спросить, а как оно подключается вообще? Hi, and how do you connect it? I see the hole here. Да как ты смеешь говорить при меня такое?
We can call it. Есть еще, есть еще отдельный шнур. There is also a separate cord. Nothing, separate part. We don't have stock wire. Okay. No, okay, there's a symbol. This one. Отдельно. Сепаратели. Убежала, короче. Ой. Разъем на китайскую вилку. В китайскую вилку втыкается, но она универсальная. Плюс у меня есть еще мой отдельный универсальный переходник, а здесь у нас целых 3 универсальные розетки может воткнуться. Перчатки тактические, ну-ка ради прикола. Ценник 225 песо, как у меня. У нас бы такие стоили, ну не знаю, рублей 700-800, наверное. Агрессивные вот такие кроксы. 192 песо. Классические 160. Видели кроксы за 160 песо? Это рублей 200 на наши. Ну лично мне больше по душе, наверное, вот такого формата тапки. Здесь откидывается назад. Они, наверное, стоят чуть-чуть больше. 200. На 3-м этаже тут вообще склад. На 2-м этаже одежда. На 2-м этаже одежда. И на 1-м этаже всякие бытовые штуки. С сыром, кстати. Хлеб на оливоче 155. Он прям тяжелый. One rice, then 3 portions. Yeah. You want to eat this one? Here? Eat here. Вечером тут, наверное, этот какого нормально показывает, а пока день не очень. 70 песо в студию. Слайк, что-то я очкую, если честно. Hi, can I buy on 23 February to Tagbilaran? You're not today. Not today. Okay, just fill up that bus booking first. Asa dapat ang booking na eh. Just fill up the advance booking in teller 2. There's advance booking in teller 2. Fill up first. Teller 2.
Jackpot. Japan po. Ano yung phone number, mobile number? Mobile number. Короче, что получается? Подходим к пирсу, не заходим внутрь, подходим ко второму окошку. У второго окошка там бланки, их надо заполнить потом на любое другое, которое открытое. Очередь вроде бы небольшая. Очередь вроде бы небольшая. Потом вход здесь. Так, ну что, зайдем впервые в 7-Eleven, чисто водички покупить. Водка Спрайт, коктейли у них здесь. Прикольно. О, есть что-то безалкогольное. Ну-ка, ну-ка. Вот это вот. И еще прикольные Сан-Мигели. С этим с ананасом. Смотрю, Сан-Мигель любит там разные вкусы делать. Ладно, все равно баночки маленькие. Безалкогольные 74. Белый эль, Сан-Мигель. 5% алкоголя. $122.